мы отправляемся в новогодний трип. Чао, друзья, меня зовут Юля, и сегодня мы поедем в одно из самых аутентичных мест на Балканах – этносело Станишичи, что находится в прекрасной Боснии и Герцеговине, но если точнее, в Республике Сербской. Так что, дамы и господа, давайте без лишних прелюдий проследуем к просмотру сего аудиовизуального произведения. А начался наш день, как обычно, с подъезда. Знаете, смотрю я на начало нашего вояжа-вояжа, и какое-то все совсем хмурое. Так что давайте быстренько. Вот эта станция, с нее едем. Вот это автобус, в нем едем. Вот эта граница между Сербией и Боснией, ее пересекаем. Кстати, обратите внимание, как херачит температуру. А может, эта штука предсказывает будущее? О, великий термометр, через сколько лет Сербия начнет выдавать паспорта россиянам? Ладно, поняла. Вот это путь после границы до города Биелина. Вот это такси из Биелина до этносела. Вуаля, мы тута. Весь путь занял около 3 часов. По пробкам порой до Земуна дольше ехать. Но есть одна вещь, которая гораздо хуже пробок. То, что вы до сих пор не подписаны на мой канал. Так что, если вам вдруг нравятся мои видосы, будьте любезны прожать кнопку лайка, колокольчика и подписаться на мой канал. Контента планируется еще очень много. А я пока немного расскажу, что же из себя представляют Станишичи. Этносела в Боснии и Герцеговине сейчас на хайпе. Их можно встретить в разных уголках страны. Но Станишичи, пожалуй, являются самым популярным этноселом. И я думаю, это вполне заслуженно. Во-первых, село очень по-умному расположено, недалеко от границы с Сербией и, в частности, от Белграда. Я даже нашла инфу, что почти половина посетителей села – это гости из Сербии. Собственно говоря, и нас привлекла именно эта доступность. Во-вторых, глядя на наполнение этносела, ты натурально чувствуешь, что создатель вложил в него свою душу. В самом центре Станишичи расположен большой водоем, окруженный мостами. Тут есть целый монастырский комплекс, водяная мельница, кузница, зернохранилище, деревянные дома с настоящей старинной мебелью, одеждой крестьян, инструментами и различными предметами быта. Да-да, практически все тут настоящее. Создатель и владелец комплекса Борислав Станишич на протяжении нескольких лет собирал предметы быта в различных селах. И это все, чтобы гости почувствовали атмосферу сербской деревни на рубеже 19-20 веков. И ты не просто смотришь на эту красоту, в ней можно натурально пожить, в домиках или отелях. Мы выбрали отель, и сейчас сделаем для вас небольшой рум-тур. 4-й спрат. Друзья, вот мы и приехали в отель. Он такой этносело, как говорится. Здравствуйте. Не отель, а какое-то село. Я сначала забронировала какой-то двухместный номер, а потом мне пишут, вы можете за 1 евро там, или там 0,25 евро, короче, за какую-то... Выкупить 50% в этом бизнесе. Какую-то фигню, типа за рубль условно, купить улучшение до 3-местного номера. И я такая, давайте 3-местный. Я посмотрела, что там диван есть. Не знаю, насколько нам этот диван тут будет принципиален. Диваном попользовались. Значит, 20 центов потрачено не зря. Ну, вообще так прикольно. Я боялась, что будет все какое-то очень уставшее. Но вроде все не уставшее. Из уставшего пока только ты. Короче, да, прикольно. Я боялась, что все будет очень уставшее и какое-то такое потасканное, но в целом прилично. И у него даже написано, что это 5-звездочный отель. Ну, как бы, если это 5-звездочный отель в таком стиле, то да, почему нет? У них ковры. Ну, пол холодный, может сейчас нагреть. Есть какая-то регулировка, может, не знаю. Ну, там написано, пойдем посмотрим. Написано, что там 190 градусов Цельсия. Ой. Это, наверное, Фаренгейт, конечно. Но звучит забавно. Вон, видите, 190 градусов Цельсия. Почему Цельсий? Ну, потому что С. Ну да. А сверху Это градус. 26. 26 более правильно. Ну да. Ванная, тоже большая кабинка. Ну, все как бы стандартно, ничего. О, вот смотри, как у нас Расческа наша. А, извините.
Итак, мы приехали в этносело Станишичи. И здесь мы уже были, но были летом. Зимой тут, конечно, очень красиво украшено, что меня и заманило сюда, потому что я увидела 1000 просто классных рилсов с красивым украшением. Вот, и решила, что нам это надо. Наконец-то можно расслабиться. Сейчас мы пожрем. Мы хотели перед спа, ведь мы пойдем сейчас в спа. Мы хотели перед спа легонько покушать. Но шарм этого места сманил нас, и мы решили покушать хорошо. Ну, потому что тут есть блюда такие, типа традиционные, которые интересно взять. А что-то легкое, типа супа, ну, как-то не очень интересно брать. И вот мы, вопреки тому, что в спа не нужно идти на жрать, мы решили все-таки нормально покушать и потом пойти в спа почилить. А потом еще вернуться сюда на ужин. Такой вот план. Отдельно хочу отметить, что в Канобе я попробовала самый вкусный гуляш на Балканах. Его-то я точно запомню на всю жизнь, но не только из-за гастрономических свойств. Видите мою серенькую кофту? Догадываетесь, что происходит со светлой вещью, когда Юля ест хоть что-то, содержащее подливку? Абсолютно верно, к концу ужина я усралась гуляшом по самое не балуйся. Выглядела я примерно как этот парень из «Миллионера из трущоб». Так что, друзья, почтим память моей кофты. С ней мы прошли через многое, но мимо гуляша пройти не смогли. И как бы сказал Михаил Круг, не очко обычно губит, а в Станишичах гуляш. По поводу спа. Многие люди удивляются, что оно в принципе есть в Станишичах. Есть и очень даже неплохое. У нас не было каких-то особых ожиданий, но оказалось, что тут довольно большой бассейн, уютная релакс-зона с приглушенным светом, который испортил мне все съемки. Финская и биосауна, хамам и русская баня. А еще вот такое корытце, куда можно погрузить свое разгоряченное тело после обильных банных процедур.
Вчера, короче, полночи мы шароебились по округе. И это было так прикольно. Мы тут были вообще просто одни. Все горело огоньками. Вообще очень красиво. И прикольно, что народу не было. Ну и, конечно, мы вчера строили амбициозные планы на утро. Мы думали, что мы встанем супер рано, позавтракаем. Потом пойдем покатаемся на катке. И что вы думаете, погуляли ли мы? Встали мы пораньше? Нет. Энтузиазм нашей утренней прогулки как-то улетучился, когда пришлось вставать рано. Нет, мы проспали до самого последнего, позавтракали. Ну и, в принципе, все хорошо. Спасибо большое за ваш просмотр. Если были в Станишчах, обязательно расскажите о своих впечатлениях в комментариях. А если не были, то скорее едьте и напишите в комментариях, какой пятноочиститель справится с пятнами от гуляша. До новых встреч!